Приветствую вас на канале Цветок Персика, и я Наталья. В сегодняшнем видео мы будем изучать, как строить из штукатурки, как создавать из штукатурки розу. Вчера я попыталась сделать образец розы, которую хотела бы создать на мастер-классе. Вот посмотрите, какая она получилась. Объемная, великолепная, очень красивого цвета. Она недоделанная, но сегодня я решила, что мы будем делать розу немножко другой формы. А эту работу, конечно, непременно доделаю и потом покажу ее на своем канале в Инстаграме. Итак, эту недоделанную работу мы пока отложим в сторону и приступим. Что нам понадобится? Прежде всего, конечно же, заготовка. Вот такую заготовку я возьму. Ее мы декорировали в одном из предыдущих видео вместе с вами. То есть оборотная сторона у нас покрыта морилкой. Лицевая сторона покрыта декоративной штукатуркой желтоватого оттенка с небольшими белыми вкраплениями. И также с одной стороны использован трафарет. Кроме того, вчера я наметила, как будут расположены у нас основная веточка и веточки, на которых будут расположены наши листики. То есть композиция небольшая, но будет состоять из одного цветка, который мы расположим вот в этой части, где у нас зелененький трафаретик есть, и две веточки с листиками. И в первую очередь мы начнем с листиков, а затем уже приступим к созданию цветочка розы. Роза у нас будет полностью открытая, не такая, как я вам показала. То есть здесь она как будто лежит, и немножко ее приплеснула. Но такой цветок тоже очень красивый, мне он очень понравился. Но сегодня мы попробуем создать немножко другую форму, а это потом непременно доделаем. Так, что у меня есть? У меня есть мастихин, я уже успела напачкать, вытрем его. Я взяла декоративную штукатурку зеленого цвета и немножко сюда добавила штукатурку красноватого цвета, такую яркую, и желтоватого. То есть я ее перемешивать не стала, просто такими вкраплениями, потому что когда мы будем создавать листики, они именно вот вкрапления другого цвета будут у нас создавать определенный эффект, дополнительный объем нашим листочкам. Ну, то есть будет помимо формы еще интересное цветовое решение. Так, также у меня есть небольшой вспомогательный мастихинчик, то есть я могу им пользоваться для того, чтобы пересаживать листик, для того, чтобы поддерживать, снимать с палитры. А также я при помощи такого мастихина могу создать какой-нибудь маленький листочек. Ну вот, например, вот здесь все основание веточки. Итак, приступим. Как всегда, мы начинаем набор с основы. Вот у нас штукатурка выложена уже не такой небольшой горочкой. И мы начинаем набор листиков. То есть, как всегда, у нас правильно набранная основа — это залог того, что в конечном итоге сформированный листок либо лепесток получится таким, какой нам нужно. И будем делать двойные листочки. Начинаем набор на одной из сторон. Так. Вот я снимаю его на палитру. И сейчас мне нужно сделать еще один листик, еще одну половинку листика, для того, чтобы сформировать
Замечательный листочек. Все лишнее. Делаем горочку. Начинаем набор другой части нашего листочка. Набор я делаю невысокий, потому что, мне кажется, я снова взяла немного больше мастихин, чем нужно. Возможно, я сейчас посмотрю, какой сформируется листик. Может быть, я возьму мастихин немного поменьше. Сейчас посмотрим, какой листочек у нас получится. Вот при помощи вспомогательного мастихина мы снимаем половиночку и начинаем объединять эти две половинки листочка носиком мастихина. Как бы втираем одну половинку в другую для того, чтобы штукатурка влажная, чтобы эти две половинки объединились между собой. Также мы сделаем, обозначим серединку нашего листика точно так же аккуратно при помощи носика. И еще сделаем вот такие вот насечки. Потому что каждый листик имеет свои такие вот возьмем с другой стороны. Так, нет, я, конечно же, не левша, поэтому левой рукой мне не получается. Перевернем палитру тогда, чтобы это было делать сподручно. То есть я ребром мастихина делаю насечки, но при этом на мастихин я сильно не надавливаю, для того, чтобы не повредить окончательно наш сформированный листочек. И сейчас моя задача снять его с палитры и перенести на работу. Вот у нас такой листочек сформировался. Точно так же можем воспользоваться другим мастихином как помощь. Посадить его на работу. Здесь главное соединить листочек с непосредственно с работы, чтобы он потом не отпал. Мы аккуратненько объединяем край листочка с нашей веточкой. И еще мы придавим вот краешки. Вот он у нас красиво лег, такой изогнутой формы. Придавливаю к работе, тем самым объединяю его с работой, чтобы он уже никуда не делся, не отпал. Вот такой листочек у нас получился. Так. И формируем таким же образом все остальные листочки. То есть у нас будут две веточки с листиками. Вот одна веточка и вторая веточка. На каждой по 5 листочков. Листочки формируются примерно одинаковые. Да, вот, кстати, хотела еще цвет показать. Не знаю, насколько это будет видно на камеру. То есть не просто зеленый лист, а он с таким вкраплением красного, потому что именно у листиков розы очень часто присутствует вот
такой этот эффект, когда листья словно такие багряные становятся. Такого сочетания, то есть не просто зеленый брать, а вот с добавлением такого цвета. Так, формируем дальше листочки. Так, у нас корочка. Удаляем все ненужное, лишнее. Делаем краешек и набираем одну половинку. То есть, так как мастихин я взяла, наверное, немного больше, чем того требуется, поэтому лепесток, часть листика я не буду набирать слишком высоко. Небольшой высоты мне, в принципе, достаточно. Вот я снимаю его на палитру. И сейчас я буду делать набор части листочка, но уже на другую сторону. Так, делаем набор на другую сторону. Опять помним, что мы будем делать его очень высокий, совсем небольшой высоты. Снимаем палитра, с мастихина, вернее. Объединяем с первой половинкой листика. Вот. Их надо соединить немного внахлёст. Вот. Немного внахлёст и затем придавить носиком мастихина одну половинку к другой, чтобы они между собой объединились. Я аккуратно разглаживаю, одновременно придавая такой вид серединки листа. И сейчас мы почистим наш мастихин и зададим ребра листа, полосочки листа. Я покажу ближе на камеру. То есть я не совсем ребром, а как бы вот такой половинкой, частично ребром, но совсем не сильно надавливая. То есть таким образом, чтобы у меня все-таки появилось ребро, но при этом не потревожился и не деформировался сам лист. Потому что штукатурка мягкая, и любое движение более сильное, оно просто-напросто испортит наш сформированный листочек, поэтому надо надавливать не очень сильно. Вот мы этот листик сформировали. И теперь можем перенести его непосредственно на работу. Вот я его посажу вот сюда. С этой стороны. Придавить к работе, для того, чтобы он у нас никуда не отпал. Аккуратно здесь очистить место соединения, чтобы не было никаких
лишних махрушек. Так, как лист клёк мне очень нравится, мы его сейчас немножко подправим. Можно вот так вот еще придавить непосредственно на работе краешком мастихина, то есть тем самым объединяя этот листик с поверхностью работы, то есть дополнительно соединяя краешки. Вот, то есть я таким образом и краешки лишний раз прорабатываю, показываю, и одновременно соединяю с работой. Вот такой листик сформировался у нас. Можно вот краешек менять. А сейчас я хочу взять все-таки мастихин поменьше. Так, поменьше. Маленький. Вот такой вот. Так, эти я два пока в сторонку отложу. Возьму немного поменьше мастихин, потому что все-таки слишком большие листики, и оставшиеся листики мы будем делать тоже таким мастихином. Так. Повторяем все те же самые элементы, которые мы делали до этого. То есть набираем на левую сторону, на правую сторону, объединяем две половинки нашего листочка. Так, вот я снимаю одну половинку листочка. И сразу начинаю набор второй половинки листочка. Вот. Как я уже говорила, в скульптурной живописи очень много такой рутинной работы, когда мы просто занимаемся набором части наших листочков, лепесточков. Все это требует, конечно же, терпения, какой-то усидчивости, потому что так просто работа не формируется. И здесь нужно быть готовым к тому, что очень много однотипных операций придется выполнить, прежде чем что-то у нас будет сформировано на нашей работе. Но, в принципе, творчество тем и хорошо, что ты, казалось бы, из ничего создаешь нечто уже такое более красивое. Так, мы его посадим. Вот такой листик. Вот здесь. Соединим кончик листа с нашей веточкой. Дополнительно можно придавить к поверхности работы
Вот у этого листочка я непосредственно на работе формирую прожилки листика. И с этой стороны у меня уже получится, что я формирую на весу. Вот такой листик у нас получился. Делаем следующее. То есть вот, казалось бы, мы добавили всего 3 листочка, а уже работа на что-то становится похожей. То есть по мере появления каких-то элементов в нашей композиции, в нашей работе уже начинает появляться ее характер работы, ее настроение. И очень часто бывает так, что ты задумываешь что-то одно, а по ходу работы так или иначе происходит какое-то изменение, и каким-то таким невиданным образом получается немножко другое, чем ты задумывал первоначально. И порой это бывает когда-то похоже, но чаще всего даже лучше, чем ты задумывал. Поэтому всегда надо быть готовым к тому, что работа по ходу ее создания будет так или иначе изменяться. Вот листик. Хочется вот эту часть у него удалить. Вот. И сформируем второй половинку листочка. Да, я вот еще не сказала, что в штукатурку готовую вот из баночек я уже добавила загуститель. В качестве загустителя я использую крахмал перемешанный с детской присыпкой. Еще в качестве загустителя можно использовать микрокальцит. Это мраморная пыль, по сути, микрокальцит. Но он продается только какими-то дикими большими объемами. В творческих каких-то магазинах я пока его не нашла, и поэтому тут будет возможность микрокальцит приобрести и протестировать. Я, конечно, непременно это сделаю. Но пока вот загущаю штукатурку при помощи кукурузного крахмала и детской присыпки. То есть, почему кукурузный крахмал? Потому что при высыхании работы крахмал картофельный, он дает некую желтизну. Особенно это актуально на светлых работах, на белых. Если мы там используем белую штукатурку, кукурузный крахмал, он вроде бы не дает такого эффекта, и поэтому лучше применять его. Тоже он продается. Ну, детскую присыпку, понятно, можно купить в аптеке. Я купила. Еще можно купить во всяких косметических магазинах сетевых. Кукурузный крахмал можно купить в обычном продуктовом магазине. То есть, ну, он, конечно, реже встречается, чем крахмал картофельный, но тем не менее в магазине я его вижу часто. Поэтому тут было бы желание. Но проблема в том, что когда мы загустим штукатурку, она в теплом помещении, естественно, начинает сохнуть еще быстрее, и поэтому выкладывать на палитру надо уже совсем небольшими порциями. То есть использовал штукатурку, часть, которую выложил, и затем новую порцию достаешь, иначе штукатурка совсем быстро сохнет. Но при этом более сухая штукатурка дает возможность нам набирать более тоненькие листики, более тонкие лепесточки, то есть такие более изящные, и в конечном итоге работа, созданная с применением более густой штукатурки, она не оплывает.
То есть вот как мы сформируем листики, лепесточки, как мы их посадим, в таком виде они у нас высыхают. Потому что если использовать более жидкую штукатурку, то у нее есть такая тенденция оплывать. Работа словно просаживается, листики и лепесточки опускаются, и за ними постоянно нужен контроль. И поэтому тут как свои плюсы, так и свои минусы у той и другой штукатурки. И поэтому тут надо в каждом конкретном случае учитывать, какой по консистенции состав штукатурки нам нужен в данный момент. Его и применять. То есть когда-то нужна более жидкая штукатурка, когда-то нужна более густая штукатурка. Так, вот мы сформировали еще один листик. Сразу выкладываем его на работу. У нас еще 2 листочка с этой стороны и с этой стороны 4. И потом мы приступим непосредственно к формированию нашей розы. Порядок формирования всех листочков у нас абсолютно одинаковый, поэтому мы сразу переместимся в последний наш листочек. Сейчас мы его сформируем, и наши листики будут уже полностью законченными. Вот такой лепесточек у нас получается, вернее, часть листочка. Чистим мастихин. Вот, и соединяем 2 половинки листочка, делаем их внахлёст друг к другу и объединяем. Всегда мы можем крутить работу, крутить палитру, так как нам удобнее с какой стороны подойти, для того, чтобы разгладить как нужно, для того, чтобы удобнее было соединить элементы или на работу выложить какой-то элемент, или лепесток, или уже готовый цветок. То есть никогда не боимся крутить работу. Делаем ребрышки нашего листочка. Сейчас мне хочется вот немножко лишнего вот тут обрезать. Тяжеловатый краешек. Вот, и у нас осталось вот одно местечко для него. Мы сейчас определим его сразу на работу. При помощи второго мастихина выкладываем и закрепляем. Немножко можно его, наверное, в эту сторону вот так переместить, подсогнуть. Я надавливаю на центр листочка, провожу мастихином для того, чтобы придавить, соединить с поверхностью. Точно так же я закрепляю краешек листочка веточкой, для того, чтобы он у меня при высыхании никуда уже не отпал. Можно загнуть краешек, чтобы придать более такой живенький вид. Вот.
Вот такие получились у нас листочки для нашей розочки. В следующей части нашего мастер-класса мы сформируем розу. Она у нас будет расположена вот в этой части композиции. А сейчас спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить последующие видео. И пока-пока.